Вот такой интересный воблер, необычный. Форма просто удивительная, рубленая. Игра очень агрессивная. То есть, в общем-то, он даже пассивную щуку выводит на поклевку из-за того, что ее злит своей игрой. Сегодня у нас на обзоре будет очень необычный воблер. Это ручная работа, и сделал его подписчик моего канала Андрей Коваленко. Андрей рыбак с большим стажем, кроме этого он увлечен самостоятельным воблестроением. Андрей прислал мне несколько экземпляров своих произведений. Но больше всего меня поразил один воблер, который Андрей назвал просто брусок. Я, когда его увидел, просто не поверил, что на него можно что-то ловить. Как оказалось, он ловит и очень даже успешно. Поискав что-то похожее на рынке, я ничего не нашел. Есть, конечно, отдаленный вариант, называемый Кубикс, но это не то. Андрей немного пролил свет на историю рождения данного воблера. Вдохновился он одной китайской приманкой, в общем-то давно уже пропавшей из продажи, но много лет назад достаточно хорошо косившей щуку. Понятно, что в умелых руках. Делал он его, естественно, по памяти, много экспериментировал с формой, и вот что у него из этого получилось. Для начала давайте поговорим о технических характеристиках. Приманка обладает прямоугольной формой с рубленными гранями. В общем-то, брусок в чистом виде. Покраска довольно интересная, с имитацией чешуи, а сзади ярким красным цветом обозначена точка атаки. Отдельно хочется отметить лаковое покрытие, оно довольно крепкое. Выловлено на этот воблер было более десятка щук, причем рыбалки проходили в тяжелых условиях. Это были сильно заросшие водоемы. Ну и как видно, покрытие практически не пострадало. Ну, есть тут несколько царапин от щучьих зубов, но в целом все окей. Фурнитура тоже отличная, крючки острые, крепкие, ну и явно не дешевые. Это, конечно, не овнер, но что-то близко к нему. Андрей явно не экономил. Воблер достаточно быстро всплывает. Рабочий горизонт проводки примерно 10 сантиметров. Спереди у него установлена широкая лопата под углом 90 градусов. Ну и, соответственно, в связи с этим воблер довольно упористый на проводке. Я им ловил твичевым спиннингом до 30 грамм. И довольно ощутимые усилия при этом передавались в руку. Ну а теперь давайте поговорим о самой проводке. Игра у воблера довольно агрессивная. Чем-то, в общем-то, мне напомнило поведение воблера Малос на равномерной проводке. Ну, только с менее широкой амплитудой и большей частотой колебаний. Поскольку воблер достаточно быстро всплывает и довольно упористый из-за своей рубленой формы и широкой перпендикулярной лопатки, то вести его лучше всего равномерной проводкой. При такой анимации приманка немного наклоняется вперед и начинает довольно резко вилять хвостом. Частоту колебаний можно регулировать скоростью проводки. Ну, как видно, функционал воблера не отличается разнообразием, но его фишка кроется в другом. Воблерок неплохо по траве работает. Он своим движением таким, голова немного опущена вниз, раздвигает траву и лопатой. Крючки идут за ним.
Поэтому не сильно цепляется. А травы тут валом, конечно. Опа! Есть! Прям по голове, походу, попал. Я видел, что ты тут плескалась. По-моему, неплохая щука-то. Кстати. Надо выплевывать. Да, давай в лодку еще запрыгни. Ух, это прям хороша. Знаете, ребят, какая. Ну, вот смотрите. Воблер пушка. Выглядит, конечно, необычно, но прям щуку соблазняет очень круто. Половил я данным воблером один летний сезон, и вот к каким выводам я пришел. Воблер очень хорош для определенных локальных мест и условий, таких, например, как меляки, заросшие травой, различные участки над травой. По проходимости он приближается к другой очень уловистой приманке – малос. В общем, они, можно сказать, в некоторой степени конкуренты, но в грамотных руках они могут дополнять друг друга. По поводу поклевок щуки, как мне показалось, глядя на форму и поведение приманки, не похожей на имитацию привычной пищи хищницы, воблер не соблазняет ее, а скорее выводит на агрессию, ну или любопытство. Есть вероятность, что щука чувствует конкуренцию и атакует, прогоняя врага. В этом и кроется фишка воблера. Другими словами, вы можете вывести на поклевку совершенно неактивную щуку, которая, в общем-то, не собиралась утолять свой голод, но будет защищать свою территорию. А это, соответственно, вводит разнообразие в ваш арсенал. Воблер мне категорически понравился и прописался у меня в основной коробке с приманками. Было бы, конечно, интересно, если бы автор еще поэкспериментировал с размерами данной приманки. Андрею, кстати, огромная благодарность за предоставленные воблера и всех благ его начинаниях. Кроме этого, я думаю, он появится здесь в комментариях к этому видео и сможет высказать свою точку зрения, ну и ответить на интересующие вас вопросы. Ну а у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.